Доброго здоровья, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу вам рассказать о платформе для автоматической торговли Tricomos.io. Она была создана в 2017 году российскими разработчиками. У них есть представительство там в Канаде, в Таллине. Торгуют они криптовалютой, то есть позволяет торговать на этой платформе. Ну, в основном это из-за того, что биржи, с которыми работает эта платформа или эти боты, эти биржи работают, ну, торгуют только криптой, как я понимаю. Здесь можно торговать как ботами, так и вручную. Здесь вот смарт-торговля. Здесь торговля ботами. Ботов можно копировать. Ну, к примеру, здесь вот есть маркетплейс у них, где можно смотреть результаты других ботов. Можно посмотреть сигналы, которые здесь есть. Тоже подписаться на них. Тут есть фильтр огромный, чтобы выбирать там стратегии, типы, биржи. Все эти боты работают в облаке, то есть не требуют, чтобы у вас был включен компьютер. Все через сайт происходит. Запустил, и потом только наблюдай результаты, например, через Telegram. Если вы подключили его, здесь вот нужно нажать подключить Telegram. Когда будет все сообщения бота, все его действия будут вам отправляться в ваш Telegram-канал. Также поддерживает и iPhone, и Android. Все на русском языке. Почти все. Ну, тут некоторые вещи нет смысла переводить, я думаю. Есть также реферальные программы различные, партнерские программы, которые позволят вам заработать больше денег, привлечь новых пользователей. Да, принимаю. Здесь вот вся статистика. Логотипы, пожалуйста, скачивайте, размещайте их. Единственное, тут нельзя, вот здесь вот есть 6-й пункт, использовать объявления от их имени якобы. То есть от своего имени можете, от их нет. Логотипы, я так понял, можно использовать без проблем. Они работают с 23 биржами. Вот весь список здесь у них. Ну, самое главное для меня это Binance и OKEX. OKEX. Как зарегистрироваться на сайте tricomos.io, ну, или платформе для автоматической торговли на криптовалютах с помощью ботов. Tricomos.io, вот сайт. Заходим на него, нажимаем регистрацию. Здесь вводим наш электронный ящик. Придумываем пароль какой-нибудь. Например, такой. И нажимаем зарегистрироваться. Я сохраню его. Храню. Да, после регистрации не забудьте подтвердить свой ящик. Это должно прийти письмо. Пока его нет. В общем, тут еще есть кое-что интересное. Нам дается 3 дня про
На самом деле можно его умножить на 10. 30 дней. Для этого нажимаем создать аккаунт. Binance, к примеру. Это я не делал, а вот это вот я уже делал. Нажимаю создать аккаунт. Открывается у нас тут Binance. Здесь вводим нашу электронную почту. О, уже есть. Придумываем пароль. Какой-нибудь. От 1 до 6, типа, например. Потом нажимаем создать аккаунт. Всякие проверки. И получаем письмо с кодом. Заходим на ящик. О, как быстро пришло письмо. Копируем его. Вставляем. И оба. Готово. Плюс 30 дней. Ну, после привязки API. Сейчас заодно сразу покажу, как привязать API. Так, вот он. Предлагает нам привязать API. Заходим обратно сюда. Здесь. Так, у нас этого нету. Двухфакторную авторизацию еще надо здесь обязательно завести, иначе не будет никакого API. Переключим язык на русский. Каждый раз по-разному. Потом заходим в настройки. Настройки. Ну, пусть вот здесь будет, например. Да, вот он. Сразу предлагает мне подтвердить. Подключить, то есть Google аутентификатор. Здесь нажимаем далее. Здесь надо отсканировать QR-код. Но для этого нужно скачать программу эту на телефон. Там легко находится он в Google Маркете. Так и называется Google аутентификатор. И просто с телефона потом сканируете. Ладно. Готово. И не забудьте вот этот вот код сохранить куда-нибудь там на бумаге, переписать или распечатать. Потому что без него вы не сможете свой аутентификатор восстановить. Он даже вот пишет. Теперь сюда ввожу код сначала с электронной почты. Но он сам по себе не придет. Надо нажать вот на эту кнопку «Получить код». Вот код подтверждения отправлен, пишет. Все, переходим в почту. Смотрим. Welcome, траля-ля. Ну, это приглашение, а здесь вот уже вот бинт, привязка Google аутентификатора. Копируем этот код. Здесь в Binance его вставляем. Так. Здесь уже вставляем данные с нашего аутентификатора, который мы привязали. Еще бывает такой случай, что вот сюда вставляешь, как вроде как правильно, а он говорит, что неправильно. В этом случае надо в самом аутентификаторе сделать синхронизацию. Там в настройках есть синхронизация. Коррекция времени называется. Потому что там время на телефоне может отличаться от серверов. Все, теперь у нас появится API. Мы заходим вот к нам сюда опять. Опа. У нас есть API. Здесь пишем название нашего API, допустим, 3commas. API создан. Нажать надо, это перевод такой. Здесь снова нам надо ввести код с электронной почты. Опять нажимаем «Получить код». Без этого не придет. Переходим на ящик.
А что он 2 штуки мне писал? Ладно, берем вот этот. Вставляем. Сюда снова вбиваем с аутентификатора код 53. Все, вот он его создал. Копируем наш APK. Ключ. Вставляем сюда. Теперь секретный API какой-то. Понапридумывали всяких API-шек. И нажимаем подключить аккаунт. Теперь внимательно следите вот за этой штукой 3 дня, где написано. А, у вас не видно. Так, секундочку, сейчас. Я это пустил момент. Вот. У нас было 3 дня. При регистрации. 3 дня про. То есть все функции доступны. После того, как мы зарегистрировались на Binance через этот сайт, через платформу Tricomos. И после привязки Binance к нашему аккаунту у нас появится AliOp. У нас появляется и не появляется. Не, на самом деле появляется. Сейчас, секундочку, сейчас увидим что-нибудь. Вот торговые боты. Какой-нибудь, например, выберем DCA. Нажмем начать торговать. О! То есть, видите, обновился. И вот смотрите, 1 месяц. Пишет около 1 месяца, на самом деле там 33 дня. Можно зайти... Так, куда зайти-то? Куда-то, короче, можно здесь зайти. Главное. Я просто уже подзабыл. Я всего лишь пару раз регистрировался сам. Мои биржи. В общем, здесь где-то в настройках есть эти тарифные планы. А вот в оплате, скорее всего. Да, вот она. Видите, действует до 3 июля написано. Хотя сегодня еще май, 31 мая. То есть он на 33 дня. То есть 3 дня, те 3 дня плюс этот месяц приплюсовал. Итого 33 дня у нас. Про активный план. Все, теперь вы можете подключать сколько угодно бирж. Тут вообще ограничений нет. По этим, видите, без ограничений биржевых аккаунтов. Без ограничений боты, без ограничений другие боты, грид боты, опционы, то есть все есть. Плюс все, что вот здесь, в этих столбцах тоже автоматически сюда входит. Ну, короче, full. И это на целый месяц. За месяц можно заработать много денег и купить еще что-нибудь. Теперь самое главное, то есть одно из важных моментов, это нужно обязательно активировать почту, иначе сотрет этот ваш аккаунт. Для этого зайти в настройки. И вот здесь вот есть подтверждение электронной почты. Email. Вот нашел. Нажимайте подтвердить. Я не знаю, почему так. Нужно обязательно почему-то руками тыкать его. С автоматом я не видел, что приходило. И вот здесь вот ждете письма от Tricomos. Должно прийти. Обновить надо его. Ну, в общем, не сразу приходит оно почему-то. Тут вообще ни одного письма. А, наверное, в спаме лежит. Да, вот что-то лежит тут. О! А, нет, все-таки приходило. Вот 17:02 было. Приходило на подтверждение. В общем, смотрите в папке всякие спам и все такое. Здесь нажимаете кнопку подтвердить. Да, это еще нажимается как-то с трудом. Ну, рамблер как бы хотите. Да уж. Ну-ка, следующее письмо. А, это, видимо, надо убрать из этого из спама. Оно, походу, не разрешает. Так, это не спам.
Вот заходим сюда. Подтвердите. Да, да. То, что в спаме, оно не работает кнопка. Надо перенести именно. Нажать не спам. У вас нет... пока вы не подтвердите. You can't access. У вас нет что-то доступа к этой странице. Ну, в общем, он говорит, типа, подтверди свой ящик почтовый. Но на самом деле он стал подтвержден. Или наоборот, он сказал, что у нас подтвержден уже ящик. Сейчас обновим и посмотрим, что получится. Вот смотрим в настройках. Я, видимо, не то письмо. Надо было все-таки новое письмо. Вот. Я старое письмо нажал. Видимо, из-за этого он глючит. Во, ваш адрес почти подтвержден. Видите, сколько нюансов всяких разных бывает с ним. Все, закрываем. Здесь на основной вкладке можно обновить его и пользоваться. Здесь также можно вот нажимаете Telegram бот, и у вас будет все на Телеграме еще. Он откроет вам Telegram автоматически, там создастся канал и все сообщения. Здесь можно все сообщения о действиях бота будут приходить вам прям на ваш сотовый, например, если там есть Telegram. Тут можно вот отключать их. Сообщения, уведомления всякие разные. Вот и все. 33 дня про. Таким же точно так же можно подключить новую биржу. Здесь вы выбираете, какую биржу вы хотите подключить. К примеру, Akex. Здесь вводите API. У них есть, кроме API, еще секретный там код. Пароль от этого. Такие. Есть бесплатный тариф для начинающих. Например, кто хочет посмотреть, как это все работает. Там один бот доступен, только будет там, ну, либо вот этот бот, либо этот, либо опционный бот. Не перечислены все в тарифах. Составной простой. Составной это означает, что он торгует несколькими парами. То есть может выбирать там по своему усмотрению. Простой это с одной парой только работает. Грид, опцион. Ну и все на этом. Один вот BitMEX какой-то. Не знаю, что это такое. Но, как мы уже до этого смотрели, да, можно подключить 30 дней, даже 33 дня про там в начале. Достаточно зарегистрировать. Отсюда вот, здесь вот нажимаете кнопочки. Наверху и по их ссылке регистрируйтесь на бирже Binance, к примеру. Ну не к примеру, а точно на бирже Binance, если регистрируетесь, то получаете 1 месяц, плюс 1 месяц к тем 3 дням, что уже есть. Про тарифы Pro. И пользуйтесь максимально всем, что здесь есть, целый месяц. Основные инструменты здесь это Smart Trade. Сейчас перечислю, какие здесь у них есть. Это Smart Trade, у них тут есть потом терминал, DCA, бот, Grid, бот. Опционы я не знаю, поэтому не буду про них рассказывать. Опционами, видимо, торгует. Есть там еще маржинальные какие-то, тоже их не буду рассматривать. Вот, в Smart Trade здесь доступны различные суперфункции, которых нет в обычных биржах, например, на Binance. Здесь можно автоматически устанавливать ордера, take profit, stop loss. То есть здесь вот указываете, сколько вам надо единиц, выбираете какой тип, либо по маркету, либо лимитный, он будет у вас цену. Здесь размер зависит от ваших средств. Ну и также продавать можно.
Вот, Smart Trade позволяет вам, ну, там, пользоваться такими продвинутыми функциями, как трейлинг. Это следование цены за ценой, то есть ваших стопов, либо тейков, тейк-профитов, либо стоп-лоссов. Есть такая интересная функция здесь, как Step Sell называется. Он позволяет вам продавать поступенчато. Так, по-моему, это здесь Smart Sell. Сейчас найду его. Вот, добавить лесенку. Ну, тут надо для этого мне заполнить. Здесь вот у меня просто сейчас 0 денег. Это такая демонстрационная версия. Добавляйте лестницу, и он там 4 этих будет пункта, как бы, процентных. Например, там при достижении там какой-то цены он продаст там, к примеру, 30% от этой суммы, которую вы здесь укажете. Потом при достижении следующей цены, следующей лестницы, как бы продаст там еще, к примеру, 30%. 15, 10 можно. Ну, до 4 позиций можно таким образом настроить, чтобы он продавал по частям. Также есть Smart Cover. Он позволяет вам получить дополнительный доход, если, к примеру, там цена пошла не туда, куда вы хотели. Например, вы купили там за 200 чего-то там, а оно пошло, к примеру, вниз, падать начало. И вы с помощью смарт-ковера можете это погасить. То есть вы продаете купленные ваши монетки с целью купить их подешевле уже. И также можно здесь настроить трейлинг. Также можно поставить take профиты, допустим, насколько он будет опускаться вниз. А с помощью трейлинга, так это вообще будет у вас там следовать. Здесь тоже вот трейлинг есть. Вы можете настроить так, что, допустим, вы за 200 купили, он пошел вниз. А вы здесь настраиваете, к примеру, там 150, включаете еще трейлинг там на 5% отклонением от этой цены. То есть он еще ниже будет падать. И у вас ваш вот этот вот ордер будет. Это на самом деле виртуальные ордера, на самом деле их нет на бирже. Но виртуальны до поры до времени. То есть как только условия сработают, они станут реальными. Подумайте, чего. Вот, она будет следовать за ценой вниз при включении трейлинга. И потом, как только он развернется, пойдет вверх, он автоматически приобретет эти монетки, там, к примеру, за 150. Ну или около того там. Как настроите? Можно же одновременно тут же сделать и стоп-лосс ему. Точно так же с трейлингом можно сделать. Какие-то тайм-аут есть. Тайм-аут, не знаю для чего это нужно. То есть он, например, вверх идет сразу же, и такая сложная как бы система. То есть он вниз пошел, это почти уже полубот, полуавтомат такой. Пошел вверх, так, допустим, вы ставите здесь, к примеру, 200 или 205 верхнюю цену. Он достигает ее и продает. Мне кажется, это крутая тема, этот Smart Cover. Потом есть Smart Buy, Smart Sell. Ну, это тут уже оно как работает. Сейчас покажу. Smart Buy, вот, к примеру. Вы выставляете одновременно, насколько я понял. Блин, я могу ошибиться здесь. В общем, можно одновременно их сделать разные, как бы, покупку и продажи, там выше, ниже. Какая из них сработает, то другая отменится уже. Позиции. Тоже. Ну, если вы умеете этим пользоваться, я как бы не умею этим оперировать нормально. Если уметь, то можно сделать нормально все здесь настроить. То есть это полуавтоматическая такая торговля. Потом есть терминал. Это все относится к торговле. Ну, терминал это вот уже больше похоже на обычный биржевой там биржевой стакан. Тут график, трейдинг view, сигналы все здесь вот подключаемые.
эти линии, индикаторы и прочее здесь. Также можно купить. Лимит ордер можно поставить, можно по рынку купить. Какие-то условия есть. Тайм-аут. Ну, здесь расширенный, конечно, он не просто. Здесь уже расширенный терминал тоже. Даже какой-то скальпер есть отдельный. Здесь вот можно еще объединять в терминале эти ордера в группы. И когда один сработает из ордеров, то остальные все отменяются. Все вот в терминале тоже настраивается. Я не знаю, как это делать, ни разу так не делал. То есть я торговец еще тот. Потом можно вручную выставлять сетку ордеров, там настраивать тайм-ауты, трейлинги различные. Добавлять можно на график всякие индикаторы и прочее. И боты. Здесь есть несколько ботов. Есть вот пресеты к ботам, если вы не знаете, к примеру, как что это работает. Просто берете, какой вам нравится, например, вот 28% дает. Нажимаете там, трое уже скопировать бота, нажимаете себе. Здесь перед тем, как запустить, вы можете его маленько подредактировать. К примеру, здесь он рассчитан на вот $1600 рассчитан. Ну, тетра вот этих вот. У вас, к примеру, меньше. Вы нажимаете сначала редактировать. Он все сохраняет свои эти штуки, но кое-что можете подредактировать. Видите, он пишет, что не хватает денег, как бы. 1600, а у меня 0. Здесь, ну, представим, что здесь не 0, у меня чуть-чуть там есть. Тут просто уменьшаете, вот стартовый, например, там пишите 0,001, к примеру. 10 минимальный, сам минимальный. Ну, можете выставить вот минимальные стартовые закупки. То есть он начинается, как бот как открывает, как бы, с чего начнет он. Вот этот стартовый ордер, это бот, то, с чего он начинает. Первая самая покупка егошняя. Страховочный ордера, это уже как усреднение, по-нашему говоря. Он названо страховочный, на самом деле это усреднение просто. Это вообще DCA, это там по-английски как переводится как типа усредняющий бот. А здесь одновременно 20. Это тоже важная, как бы, ну, характеристики егошние. Если 20, значит сразу умножаете на 20 все вот эти ваши 10, там здесь 10. Поэтому здесь лучше, если у вас мало денег, один вообще поставить, чтобы он не умножал их. Вот тут он будет показывать вам, сколько там от вашего баланса он потребляет. Вот сейчас вот у меня $11 он использовать будет. 11 USDT. Здесь вот здесь у него настроены сигналы. Вот мы же взяли уже готовый бота. И тут вот уже у него готовые сигналы свои есть, которые уже в нем были. Я в них не разбираюсь, поэтому тоже оставляю как есть. А здесь насколько он принесет вам прибыли, сколько процентов. Обычно здесь 2 стоят, ну ставит 2, здесь почему-то 0,18 вообще мало. Какой-то жесткий скальпинг. Take profit как раз, то есть насколько поднимется цена вверх, прежде чем эти как бы монеты продать. Допустим, мы купили за 100, он там поднялся на сколько там 100,18 или 118. И потом он продает его. Но перед этим он будет падать вниз, например, так колебаться. Когда он будет падать вниз, он будет закупать вот эти вот страховочные ордера, так называемые. Ну, усреднять, короче, будет. Тут даже указывается количество этих ордеров страховок. Одна штука. Один страховочный ордер. Здесь вообще 0. Это, я не знаю для чего вот это. Почему 0? Как бы тоже должен быть 1. Ну, он как бы готовый, видимо, он так нужно. Остальные я не понимаю, что функции эти означают, поэтому я обычно так использую. Настраиваю, то есть здесь 1 ставлю, если у меня мало денег, здесь ставлю поменьше объемы. То есть сколько он закупит, на какую сумму. Тут оставляю неизменным. Здесь тоже ничего больше не меняю. Нажимаю создать бот, и он
начинает работать. Потом про вот составной как раз. Здесь вот составной бот используется. То есть он использует много этих пар. Сейчас покажу. Создать бота, к примеру. Его. Здесь денег нет, поэтому не создает. Ну ладно. Сейчас здесь посмотрим кого-нибудь еще. А вот его же. Ой, это не его, другой какой-то. Так, нажимаем редактировать. Это все можно игнорировать. Вот здесь вот смотрим. Вот как определить, что он составной. Видите? Сколько пар, много. Это значит, он составной. А есть еще простой бот. Так, но здесь вот его нет. Там только одна пара будет, в общем. А вот переключается, вот простой. Здесь переключалка у него вот. Здесь вот выбирайте только одну пару. Вот она. Допустим, link там. И все. Это просто для рекомендаций. Например, он рекомендует там BTC взять USD. Он будет только с одной парой торговать. То есть он будет ждать, пока придет сигнал. Здесь вот у него настраиваются сигналы у этого бота. Вот они. Как он определяет то, что надо входить в рынок, то есть закупать по сигналам. Вот скальпинг. Вот. Прикольный сигнал. По-моему, большинство пользуются вот этим. Скальпинг какой-то там. Сигнал пришел, бот его увидел. Ага, начал торговать. На вот этой паре. Но если вы делаете составной, то он может торговать. Вот здесь all поставим. USDT все. Он будет вот эти все просматривать. И где будет сигнал среди них, там и начнет он. То есть гораздо больше шансов, что он начнет торговать на составном, чем на простом. Кстати, для бесплатного аккаунта доступны и составные, и простые. И другие. У ботов есть как лонг на позиции, вот эти ордера лонговые, так и шорты. Так, где это настраивается? Вот как раз здесь можно в стратегии. То есть вот можно поставить шорт, то есть на понижение, либо лонг выбрать можно. Самому можно там отредактировать, как угодно. Сигналы я уже показал. То, что вот эти вот всякие раз сигналы. Я не знаю тоже, что это означает, но делаю как было, как люди делают. Посмотрим на DCA, на GridBot. GridBot размещает первый ордер на покупку и дополнительные ордера, если цена идет в противоположном направлении. Вот по этой сетке. Вот в этих уровнях он будет покупать, на этих вот уровнях будет продавать. Поэтому называется она сетка Grid. Основное отличие состоит в том, что ордер на Take Profit размещается для каждого ордера на покупку отдельно. То есть, если у вас открыт ордер на покупку, то будет сразу же открыт ордер на продажу одновременно. Поэтому вам нужно иметь обе валюты. То есть здесь, в отличие от DCA бота, нужно больше средств. Поэтому я только это на демо счете делаю, так как у меня не хватает средств на тех счетах моих экспериментальных. Вот, и в отличие от бота DCA, где бот размещает один ордер, профит для всех выполненных ордеров на покупку, у этого, у GridBot для каждого ордера свой, для каждого ордера входа в рынок свой ордер на Take Profit. Вообще GridBot он больше подходит для более-менее стабильных валют, в которых такая волатильность небольшая. Это стейблкоины, там различные вот USDT, к примеру, BNB не знаю. А DCA бот уже больше подходит
как пишут, больше подходит для обычных криптовалют с высокой волатильностью. Ну и вообще с разнонаправленным там движением цен. Вверх-вниз, когда скачет. Вот это вот норм. Также есть здесь портфели. По-моему, это через отсюда. Так, вот мой портфель, баланс. То есть портфель это какие валюты у меня есть. Сейчас у меня никаких нет валют. Ну, вообще здесь в описании указано, что можно портфель этот балансировать, причем автоматически балансировать. Можно копировать у других его. Насчет копировать я не разобрался, но такая функция есть. Я думаю, что разработчики не соврали. Сказали, что можно копировать. И как бы ограничений вроде как нет. Но на бесплатном аккаунте. Я вижу здесь только боты сигнала. Портфель, видимо, тоже где-то есть тут. Потом по поводу пополнения. Если вы, к примеру, будете оплачивать свои тарифы на этом именно, на этой платформе, то здесь можно пополнять как обычными картами пластиковыми, так и криптовалютой. PayPal еще доступен, Coin Payment какой-то, Visa, MasterCard. Здесь можно как пополнять, так и выводить. Вывод здесь единственное через в конце месяца, по-моему. В конце месяца там подается заявка, и в начале следующего месяца уже идет вывод средств. Также есть различные партнерские программы. Сейчас рассмотрим вот реферальную программу. Вы делитесь своей ссылкой. Так, вот она. Вот код ваш реферальный. Просто копируете ее и вставляете там где-нибудь. ВКонтакте, в Фейсбуке. Или в телеграммах каналах там разбрасываете. Или в Ютубе. А вот она ссылка даже здесь. И за каждого реферала вы, ну если он будет пополнять свой счет, только с этим работать все, то 25% с его как бы суммы пополнения будет к вам идти. Потом если реферала уже 15%. Реферала 10% будет вам идти. Вот такие вот. Такие интересные возможности у этой платформы. Если есть какие-то вопросы, пишите. Стараюсь ответить. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки.